Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодняшний сеанс гадания на картах Таро мы посвятим тематике гадания на 4 короля. Как всегда, вы можете выбрать короля осознанно, либо вслепую, либо комбинируя осознанный выбор и слепой выбор. Итак, я уже тщательно перетасовал королей. Выбирайте королей вслепую. Тайм-коды на королей вы найдете в описании и в закрепленном видео. Позиция 1, 2, 3, 4, соответственно, найдете тайм-коды. Работать будем с такой классической версией расклада цыганское Таро. Точнее, цыганский расклад, в котором мы будем с вами смотреть, что было, что есть, что будет, что уходит и чем сердце успокоится. Итак, первый король червовый. Вообще это дом, такой мужчина домовитый, богатый, хозяйский, любящий, чувственный. Больше это, конечно, водный мужчина, особенно если вы имеете отношение к королю скорпиону, рыбе или раку. Давайте посмотрим, что было у этого короля, что в прошлом, от чего он идет. Он идет от такого, знаете, аспекта накопления и ухаживания за женщиной. Как минимум у него уже было какое-то ухаживание за этой женщиной. Вообще у него есть опыт взаимоотношения с женским полом, да. Он от него идет, то есть как минимум, если вы гадаете на мужчину, то к вам идет мужчина с опытом, да. Далее. Ну и что сейчас? А сейчас этот мужчина достаточно ревнивый, да, то есть у него уже был опыт, где, возможно, была конкуренция, соперничество, и сейчас есть ревность, но, возможно, вы ревнуете этого мужчину к какой-то другой женщине. Смотрите, если вы женщина. Но по сути сейчас мужчина этот напряжен в отношениях, как минимум. Ревность не лучшее качество, которое может быть актуально в отношениях. Но тем не менее, этот мужчина ревнует вас. Да, если вы гадаете на мужчину. Но если мужчина гадает на себя, то придется поревновать. Соперник, скорее всего, есть. И есть тут дилемма. Мужчина здесь в ближайшем будущем столкнется с проблемой уйти или остаться в этих отношениях. Да. Не будет знать, что делать. Мужчины, смотрите, у вас будет как минимум сложный вопрос. Либо в личной жизни, либо в отношениях. Да. Что делать? Да. То есть... если это в отношениях, вы не будете знать, что делать с этой женщиной. Если это по жизни просто, возможно, придется решать сложные вопросы с вашими делами, с работой, с бизнесом, с отношениями. То есть придется решать сложный вопрос. Но давайте посмотрим. На фоне ревности и уже ухаживаний вы не будете знать, что делать дальше вообще и что будет уходить из вашей жизни. А здесь, смотрите, семерка червовая. Будете терять связи с родственниками, со здоровьем. И вообще, знаете, как такая дилемма, как будто бы мужчина проигрался, да, но вы не будете знать, будет уходить из вас зацепка, то есть связь какая-то с родственниками. Поэтому здесь у вас такая тенденция на ослабление связей, как минимум, с королем червовым, если женщина гадает, а мужчина не будет цепляться за отношения как за что-то, что его удерживает, да, то есть ему будет как минимум тяжело это сделать. И чем сердце успокоится, нифига вы не узнаете, чем сердце ваше успокоится, как короля червового, потому что это в тайне будет происходить, или тайна для вас это еще не открылась, или карты говорят, что я не открою тебе тайну, чем твое сердце успокоится. То есть тебе не надо знать, как минимум ты должен знать одно, что есть какая-то тайна, ты ревнуешь, ты психуешь, ты нервничаешь, у тебя есть дилемма, но сейчас тебе об этом знать не нужно. Давай посмотрим, с чем связана эта тайна, о чем может быть эта тайна, подсказка. Тут какая-то вакханалия, и действительно, если вы гадаете на мужчину, то вокруг этого мужчины могут происходить какие-то действия, которые, в принципе,
я вам скажу, как минимум, ну, заставляют вас ревновать, и эти ревности, они не безосновательны. Поэтому давайте так скажем, тайна вакханалии или тайна того, что ваш мужчина, на которого вы гадаете, или ваша женщина, на которую вы гадаете, как король червовый, но в принципе вокруг нее или него происходят те события, которые он или она хочет оставить в тайне, и вы о них знать не должны. И если вы о них не знаете, то это хорошо. И чем меньше вы знаете, тем крепче вы спите и меньше нервничаете, ревнуете и так далее. Но вот почему-то такой позыв идет, и в ближайшее время как минимум может открыться тайна вакханалии, да, вот какой-то. Следующий король. Король крестовый или трифовый, да, король. Ну, смотрите, во-первых, это тучи, и здесь прям мужчина пытается закрыть свою любимую женщину от дождя, от эмоций, спрятать ее. Вот короли трифовые, мужчины волнующие и вносящие в вашу жизнь как минимум переживания, да, заставляющие волноваться вас. Давайте посмотрим, что было. Здесь был ветер, были перемены, и уже как минимум ветер прошел, да, вот какое-то событие произошло, и вам приходится теперь пожинать уже плоды волнений, переживаний, да, напряжения какого-то. Также здесь, ну, давайте так скажем, вот мог произойти какой-то конфликт, ссора, да, она как минимум, вы от нее идете, да, вперед, от нее отталкиваетесь. Давайте посмотрим, что сейчас актуально. А вот сейчас у вас как бы открываются возможности, да, вот любая ссора, любой конфликт всегда открывает возможности налаживания коммуникаций, ну и двигаться дальше. То есть вы сейчас свободны, вы сейчас вольны двигаться дальше, да, и перед вами какие-то новые берега. То есть какое-то событие дало вам импульс, и вы идете вперед к чему-то новому. Но тем не менее поревновать вам придется, да, опять ревность, опять эта карта, которая была на предыдущем короле, червовом короле. Смотрите, какой-то мужчина, король трифовый, как минимум, который идет в вашу жизнь для женщины, заставит вас волноваться, ревновать и заставит вас делать какие-то активные действия, как короля трифового, так и женщину, связанную с этим королем. Дальше. Что уходит навсегда? А навсегда должна уйти женщина. Поэтому смотрите, если вы мужчина, то из вашей жизни из-за вашей ревности уйдет женщина. А если вы женщина, то из-за вашей ревности, как женщины к этому мужчине, женщина и уйдет. То есть, скорее всего, вы победите соперницу, если у вас и вашим королем трифовым, вне зависимости от того, какая вы дама или королева, есть соперница. Но, опять-таки, мужчина может уйти тоже здесь, поэтому этой королевой, ну, как бы, если вы себя относите к королеве пиковой, то он может уйти и от вас, да, потому что ваши ревности к нему и его ревности к вам, ну, могут создать такой порыв ветра, что этот корабль просто сдует так, что, ну, вы потом ищи свищи его, да, в океане. Давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Пустотой. Это пустая карта, как бы. Смотрите, у меня такое ощущение, что вот у короля крестового, на которого вы гадаете как женщина, но будет какой-то порыв, где он у вас может бросить. Из-за чего? Из-за того, что вы его ревнуете, или он ревнует вас. Но, тем не менее, здесь кто борется с соперницей, и вы знаете, что ваша соперница королева пиковая, ну или дама пиковая, то у вас есть шанс хороший на то, что вы очиститесь от влияния этой соперницы, и в ваших отношениях появится новый шанс на того, чтобы все начать с нуля, с чистого листа. А вы мне напишите уже в комментариях, какой у вас ситуация, потому что здесь двояко выгнутая такая ситуация, где король трифовый может уйти от дамы пиковой, да, поэтому по сути тут смотрите, кто пиковая дама, вы или ваша соперница. Ну а мужчины короли пиковые, смотрите, у вас хорошая
ну, как бы хороший шанс на то, чтобы освободиться от отношений, которые вас заставляют нервничать, психовать, ревновать. Следующий король, король пиковый, Лилии, ну, мужчина достаточно воинствующий, такой воинственный, умный, интеллектуал, любящий брать под контроль ситуацию. Видите, даже у меня правая рука почесалась. Это о чем? Это о том, чтобы управлять ситуацией. Вот, заботиться о женщинах, да, вот какой-то такой король. Давайте смотреть, что было. Ну, смотрите, было хорошо, все было неплохо, было солнце, танцы, да, любовь, ну, позитив. От позитива отталкиваемся, да, как минимум было все хорошо у этого короля. А дальше здесь туфельки. Вот эти опять повторяются у нас карты сегодня, да, такая тенденция. Ну, смотрите, есть какие-то отношения у короля пикового. Если вы как женщина гадаете на него и ревнуете, то да, он за кем-то ухаживает здесь. Тщательно, может быть, скрывает и, знаете, слепит вас, и вы за этим как бы с ослеплением, может быть, делаете вид, что не замечаете. Но посмотрим, как минимум, может быть, он за вами ухаживает здесь. Здесь неплохое пока что расклад. Да, смотрите, короля пикового есть женщина, туз пиковый. Эта карта здесь у нас уже была, да, и в этой колоде она там повторяется, в принципе. У короля пикового, королю пиковому идет женщина, за которой он ухаживает. Поэтому, если гадаете как женщина, смотрите, если вы проверяете своего короля на вшивость, то да, у него может быть любовница, ваша соперница, да. Особенно, если вы ее ассоциируете с королевой пиковой. Но если вы себя с королевой пиковой ассоциируете, ну тогда это вы, и в принципе у вас ничего плохого нету. А также королям пиковым идут новые отношения, ну как минимум, если вы ухаживаете за какой-то женщиной, ну продолжайте ухаживать, она вам будет благодарна, да. Не все женщины не благодарны. Ну, смотрите, что уходит. Здесь туз пиковый уходит, да, здесь несколько тузов, да, пара здесь. Смотрите, у короля пикового меняются королевы, меняются взгляды. И вот здесь вот женщине, которая гадает на короля пикового, стоит уже призадуматься, да, потому что он может вас сравнивать с кем-то, и нужно посмотреть, кому он больше приділяет внимание. Поэтому у короля пикового поменяется... Ну, давайте так назовем это центр притяжения внимания, да, то есть его фокус, даже вот его фокус внимания сместится с одной королевы на другую. Тут одна женщина меняется на другую, и тут тузы меняются, поэтому смотрите, будьте внимательны, да. Ну и женские, да, то есть женское внимание к женщине изменится. Как бы в какую сторону? Ну, посмотрим, чем сердце сейчас успокоится. Пока тенденции неплохие, поэтому если вы гадаете на мужчину и ассоциируете себя еще и с королевой пиковой, ну, возможно, он с вами останется. Ну и здесь чем сердце успокоится? Успокоится сердце музыкой, то есть вдохновением. То есть король пиковый как минимум вдохновит вас. Ну, неплохая карта, да. Ну а с другой стороны, вы как король пиковый будете вдохновлены, если вы мужчина. Да, то есть как минимум на смену старой женщине у вас идет новая женщина. Также у вас хороший шанс на примирение, если вы этого хотите, как мужчине, так и женщине. Ну и в принципе тенденция такая, что даже если вы сейчас ревнуете как женщина или как мужчина, то в принципе все будет у вас в отношениях хорошо, вы скорее всего их или наладите, или поправите. Ну и если у вас вдруг поменяется партнер, как у мужчины, да, или партнерша, как у мужчины, то в принципе хуже от этого вам не будет. Тут все зависит от того, к чему вы стремитесь. Вы идете от солнцу, идете к ухаживанию и идете к женщине. Поэтому если вы ухаживаете за той женщиной, которая была, у вас так все будет хорошо. Влияние какой-то старой женщины, ну, даже если эта женщина, за которой вы ухаживаете, уйдет, да, то нужно, ну, как бы дать возможность вдохновляться ей вашими, то есть проявлениями, вы ее вдохновите.
да, то есть она может вернуться, понимаете, то есть тут как бы какая-то такая стабилизация, то есть женщина как бы по кругу ходит в этих отношениях и никуда деться не может, поэтому скорее всего у меня такое ощущение, что если вы та самая дама пиковая, которая кружится вокруг мужчины, и мужчина, вокруг которой кружится дама пиковая, никуда она не денется, будете вы вместе, поэтому скорее всего здесь такие есть тенденции сохранения отношений, да, которые ходят по кругу, либо возобновления отношений, которые уже были. Ну и последний расклад для короля бубнового. Достаточно такой тип чувственный, волнующий, иногда скрытный, иногда не до конца понятный, но надежный, да, король бубновый надежный. Что было у этого короля? Была стабильность, был якорь, да, идете от стабильности к чему-то новому, возможно, да, может быть. Да, вы идете в какую-то дорогу, король бубновый резко отправится в какой-то путь у нас, сбросит якорь и поедет куда-то, да. Давайте посмотрим, куда поедет, зачем поедет, почему поедет. А зеркало, отражение, он что-то увидит в себе такое. Знаете, поедет туда, куда ему скажет он же сам или его отражение, да, то есть поедет к себе, в общем-то, да, к себе самому или по зову своей души. Что у него впереди? А впереди луна и неопределенка. То есть этот мужчина сбросит якорь, куда-то уедет. Ну и как минимум женщина, которая на него сейчас гадает, будет за ним долго тосковать. Поэтому, мужчина, если вы резко сбросите якорь по зову своего сердца, это не принесет ничего хорошего вашей женщине. Просто прислушайтесь, вот такой месседж. Что навсегда уходит у этого короля? Уходит время. И я, к сожалению, знаете, такой прогноз. Этот человек безвременно уходит. Здесь даже смерть танцует, поэтому что навсегда уходит время, и он теряет время, и он безвременно уходит. Или не внезапно уходит. Видите, здесь такой мудрец, возле которого смерть на скрипке играет какой-то, не знаю, как оно там, сонет или сюиту, или минуэт какой-то, да, там что там оно может играть. В общем, король бубновый может пропасть вообще для женщины, которая на него гадает, или он, может быть, внезапно покинет этот мир. Ну, здесь навсегда уходит время, да, или безвременно. А зеркало — это как бы смотреть на себя, и зеркала в вашем доме могут быть завешены. Почему? Потому что луна здесь скорбь и страдания, как минимум. К сожалению, такой расклад, но карты так попадают сегодня. Ну и здесь как минимум сердце успокоится. Макарони, да, Макарони — это автор, да. То есть давайте просто зададим вопрос автору этой колоды или духу колоды этой, да, вот чем все-таки успокоиться. Здесь мужчина какой-то, да, ушел и не пришел, да, страдаете. А придет ли он или нет, вернется ли этот мужчина? Есть ли шанс? Ну, знаете, как бы или вам все равно, или вы не готовы получить пока ответ на этот вопрос. Почему? Не знаю. Вы все-таки грустите, а вам скучно. Мне как минимум вас не должно это волновать сейчас. И здесь змея, знаете, сердце успокоится опасностью, как минимум. Поэтому и вам все равно на эту опасность. Может быть, вы сейчас считаете, что эта опасность не опасная. Может быть, вам стоит как бы придержать этого мужчину, чтобы он не уходил, объяснить ему, что ты ошибаешься, и вы как бы, может быть, не вкладываете в уход этого мужчины, отъезд этого мужчины или в дальнюю дорогу этому мужчине своего внимания. Поэтому здесь как бы идет почему-то такой посыл, что если вам этот мужчина дорог, то лучше не отпускайте его в дорогу как женщина. Он, скорее всего, не вернется из этой дороги, потому что она полна опасностей. А если наоборот, вам этот мужчина не дорог, то пусть наоборот уезжает. Вам должно быть все равно. Мужчины, которые собираются в дорогу, имейте в виду, эта дорога для вас может быть, этот путь может быть опасен, особенно если вам там душа, сердце подсказывают. Но как минимум отложите эту поездку и попробуйте перенести ее, насколько это от вас зависит. Впереди змея, как минимум вы отправляетесь к женщине, которая, возможно, вас или не ждет, или вам с ней будет опасно. Либо лучше подождать, перенести эту поездку, не рвать когти и
Ну, как минимум, давайте подсказку, а насколько перенести вам поездку. Давайте вот так. Ну, здесь конфуз. Возможно, вас что-то и остановит случайно. Давайте так скажем, это случайная цифра. Давайте еще раз, конфуз это какая-то случайность. Ну, давайте. Опять туфельки. Сегодня эта карта выпадает 3 раза. 5, 7 дней или 12. 5, 7, 12 дней. Поэтому, дорогие мужчины, которые гадаете на сегодняшнем этом раскладе, не торопитесь пока никуда ехать, не торопитесь резко менять в течение от 5 до 12 дней, 5, 7, 12 дней. Постарайтесь перенести поездку. Ну а женщины, которые слушают это, и постарайтесь в течение 5, 7, 12 дней достучаться до сердца вашего мужчины, и, возможно, таким образом вы измените что-то в своей судьбе и как минимум не потеряете этого мужчину, ну или укрепите с ним связь и не разорвете его. Поэтому в течение от 5 до 12 дней женщинам должно быть не все равно на этого мужчину, если он вам дорог. А если вы наоборот хотите избавиться, то постарайтесь забыть этого мужчину или эту женщину, и тогда вы разорвете, скорее всего, эти отношения до конца. Поэтому, мужчины, если вы заляжете на дно, то вы и пропадете для этой женщины, то есть в течение этого времени 5-12 дней. Ну а женщины, если тоже как бы хотят разорвать отношения, игнорьте, и тогда ваш партнер навсегда уйдет из вашей жизни. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Все будет доброе. Оставайтесь на связи. Пишите комментарии, какие темы вы хотели бы еще посмотреть в следующих моих раскладах. Все будет добрым. Па-па.